Привет, господа! Сегодня у нас мастер-класс. Сегодня мы будем делать кормушку для птичек. Зима, время трудное для птиц. Их нужно немножко подкормить. Я имею в виду маленьких птиц, там, синиц, воробьев, там, снегири, если есть у вас. У нас, в принципе, что-то я их в начале зимы только видел. В самом-самом начале, когда вот только первые заморозки пошли, еще трава даже зеленая была. И уже снегири были. И сейчас как и пропали, да, не вижу уже все. Одни синицы. Кормушку мы будем делать из яиц, которые растут в южных странах на пальмах. Вот типа такие яйки, как говорят украинцы или не знаю, немцы вернее, воевавшие во Вторую мировую. Есть у меня, в принципе, импровизированная кормушка. Сейчас покажу, какая. Вот так выглядит моя импровизированная кормушка, повешенная просто на ветке яблони. Сделана из, как вы видите, из держателя для этих самых ванных принадлежностей. Открытого типа кормушка. Ну, снегом, конечно, засыпает. Прихожу время от времени, страхиваю. Вот она так есть. Вот и синичка уже прилетела покушать. Есть одна проблема, довольно большая. Еду воруют у синиц. Ну, нетрудно догадаться, кто ворует. Есть тут такие птички под названием карлуши, сороки. Очень часто замечал, сидят в саду сороки и высматривают, чего похавать, чего бы стырить. И вот даже большие горбушки, ну нереально синицам там съесть ее. То есть вот положишь ее утром, к вечеру смотришь, ну даже уже в обед смотришь, уже нету. Стащили. Надо будет сделать прикормку где-нибудь, разложить обильно, ну, типа мини-помойки сделать, сесть с винтовкой и пострелять. Так что я решил облагородить вот эту кормушку. Ну, конечно, это тоже будет использоваться. Там, я думаю, что-нибудь придумаю положить так, чтобы не воровали. Ну, а с яичек, которые растут на пальмах, сделаю более приспособленные кормушки для синиц. Уложил я сюда одно время сальцо и кожу с этого самого сала. Да, долго лежит. Видимо, карлушам это не особо нравится, но синицы с удовольствием поклевывали. Ну вот хлеб, блин, таскают. Полдня не пролежит, как все будет украдено. Ну что для этого нужно? Яички, растущие на пальмах, шурик, шуруповерт, вот такой наборчик фрез, можете любой другой использовать, ну или просто тупо, блин, какой-то большой, как это, перышко есть такое по дереву. Кто в теме, тот знает. Ну, сверла достаточно одного, я просто набор выложил. Шматок веревочки, можно бечевки. Бечевка, правда, сгниет. Лучше вот, типа вот такой синтетика, который пофиг, блин, дожди и непогода. Ну, и чтобы руками держать, мини-тиски Стэнли у меня. Это самые кусачки, чтобы проволочку откусить. Можно использовать не проволочку. Потом покажу, для чего это. Это самое, где она, моя проволочка? Вот она. Можно использовать любой гвоздик, там шурупчик или еще что-нибудь, ну даже веточку. Потом покажу, для чего. Ну что, начнем. Так, надо немножко прибраться. Лишнее я пока уберу, оставлю один.
Так, на снег. Крепим. Так, сначала мы будем сверлить отверстие. Отверстие будем сверлить. Вот он, в принципе, как кокос держать. Снизу у него будут такие 3 выемки. Это будет нижняя часть. Соответственно, это верхняя. Вот здесь сверху сверлим отверстие, в которое потом пропустится шнур. Так, по-моему, не хватит ширины тисков. Сейчас посмотрим. Да, обломс. Слишком крупный кокос. Вот-вот. Не повезло. Ну что, тогда будем держать руками. Есть у меня металлические тиски, те, конечно, позволят закрепить. Но ладно уж, не будем тащить. Так, вставляем сверло. Сверло, в принципе, в зависимости от вашего шнура. У меня шнур 2 мм. Я могу, в принципе, просверлить 3. Так, 3. Нет, даже возьму 3,5. Так, есть. Ну, сверлим вертикально. Ну вот, просверлили. Отлично. Теперь наша задача высверлить в кокосе отверстие достаточно большое, ну, для синицы в смысле, чтобы она могла туда, ну, не только голову просунуть, но и немножко как бы тельца. Сидя на краю кокоса, поклевывать там самую положенную еду. Берем фрезу. Так, фрезу собрал. Наборчик новый, аж в масле. Купил, блин, и так как-то не пользовался. Я взял, в принципе, 51 мм диаметр. Теперь наша задача просверлить, как я уже сказал, боковые отверстия. Желательно 2. Хотя можно и 1. Я просверлю, я думаю, 2. Так. Сначала я сделаю отверстие сверлом. Хотя можно не делать. Потому что в фрезе уже есть сверло. Но сделаю. Есть. Теперь меняем. Хотя можно сделать сразу строго на другой стороне. Точно такой же. Чтобы не делать лишних телодвижений. Можно делать одно отверстие с фрезой. То есть будет как бы закрытая кормушечка. С одной стороны только будет вход. Доступ к еде. Можно с 2, с 3, 4. На ваш выбор. Вот так вот. Так, теперь в наше подготовленное отверстие вставляем сверло для фрезы. Ну и желательно под прямым углом высверлить. Какой твердый орех-то, сверло аж не берет. Очень странно даже. Опс, есть. Ну все, поехали сверлить.
Еще нет. Вот так начинается высверливание. Сейчас будет крышечка типа. Фу, блин, наборчик-то весь будет в опилочках. Сверло тоже. Есть. Кокос оказался пустотелый. Я надеялся, что он будет пустой. Фу, оговорился. Что он будет целый. То есть птичками кокос поесть придет, ну, можно будет. А он пустотелый. Ну, кокосы старые, в принципе, я не надеялся, что они будут целые. Купил на, как бы, по скидке в магазине, ну, практически даром отдавали. Я не знаю, кто их там что-то собирался есть, там, или молоко пить, они реально пустые. Ну вот. Сейчас я высверлю точно такое же отверстие с другой стороны. Есть. Ну вот. Вот так выглядит наша практически готовая кормушечка. Так, теперь надо разобрать фрезу. Вот видите, получил травму на производстве. О, так застряли вот эти высверленные крышечки. Собираем назад для следующей кормушки. Ну, в принципе, я оттуда выбирать ничего не буду, засохший кокос. Я думаю, может быть, синичкам это понравится. Так. В принципе, вот здесь, снизу, где вот эти 3 пятнышка, можно сделать отверстие для удаления влаги. Так как будет дождь идти, там снег, заметать будет туда, все это будет там оставаться, а так будет потихонечку капать. Вытекать, в смысле, и кормушка будет постоянно сухой. Тут даже, в принципе, делать не надо. Вот эти 3 пятнышка, они такие, мягкие. Одно просто прокололось. Ну вот, теперь влага будет уходить. Наши действия дальнейшие. Берем шнур, отрезаем сколько нам нужно. Ну, в принципе, я отрежу метр примерно. На одном конце делаем петельку, достаточно большую, чтобы в нее кокос проходил. Потому что потом вокруг ветки вы обмотаете кокос и закрепите, если сучка не будет. Вот, скажем, берете там сантиметров 25 каких и делаете вот такой узелок. Вот. Стягиваем его само собой. Заговариваюсь, хотя пил еще не пил. Старый франок у меня там. Не старый франок, блин, чешская. Старый мельник. Пивко ждет. Ну вот, в общем, вот так получилось. На другом конце пока ничего не делаем. Нам просто задача просунуть это дело в наше высверленное отверстие. Для этого нам поможет любое другое сверлышко меньшего диаметра. Ну, вот у меня трешечка есть. Потому что, ну, либо придется сверлить просто большое отверстие, чтобы шнур туда зашел. Я этого делать не хочу. Вот просто ложим шнурок на отверстие и сверлышком его туда. Так, 2 миллиметра сверло было. 2,5. Так.
Ну вот, шнур внутри. Что мы теперь делаем? Мы делаем аналогичную петельку, которую делали здесь, только маленькую. Тут же узел. Делаем маленькую, чтобы в нее можно было просунуть вот эту проволочку. Там гвоздик, шурупчик, веточку, что вы там найдете. Я буду проволочку просовывать. Вот, в принципе, узелок готов. Вот так он выглядит у меня, маленький. Лишний хвостик можно отрезать, чтобы не будоражил наших птиц. А то будет дергать. Отрезали. Вот сюда будет вставляться проволочка. Для чего это делается? Внутри в кокосе вот это будет как бы заблокировано, чтобы веревочка не выдернулась. То есть взяли проволочку, ну и там, блин, не знаю, сантиметра 3-4 откусили. Я вот так сделаю. Вот. Ну, где-то около 4 сантиметров. Продеваю в петельку. Можно слегка заранее выгнуть ее под углом, потому что кокос имеет тоже полукруглую форму. Круглую, вернее. Вот типа да. Так, просовываю. Так, стоять. Вот так это дело там будет. Так, не видно на камере. Вот. Вот так там внутри будет в кокосе. Все, вытягиваю шнур. Затягиваю туда свою проволочку. Вот так кокос будет висеть. Вот. Вот два отверстия. Так, веревочка. Иди сюда. Готовая кормушка. Внутрь можно положить хлебушек, семечки насыпать. Снизу маленькие отверстия для удаления влаги. Они будут удалять влагу и не помешает просыпанию ваших семечек, круп там и так далее. Сейчас это дело мы пойдем повесим туда же, на ту же яблоню, где кормушка из держателя моющих средств. Вот. Продеваем в петлю наш кокос. Ну и все. Вот он. Готовая кормушечка. Вот так выглядит кормушка из кокоса. Можно немножко отщипнуть хлебушка отсюда. Потом пойду домой, возьму семечек, положу внутрь. Вот положу туда внутрь. Пускай уже обживаются. А вот сорокам такая кормушка не приглянется, потому что ну либо здесь махать крыльями и воровать из отверстия. А синичка вот сядет вот здесь на край кокоса и будет поклевывать внутри свою еду. Одно отверстие у меня вот так сделано
как бы смотрящая наверх, в принципе, не есть гуд. Надо, в принципе, чтобы оно было либо вертикально, либо слегка наклонено, потому что, ну, дожди будут и будут закапывать. Ну, первый блин комом, остальные пойдут нормально. Вот второе отверстие, да, вот хорошо, чисто нормально в плоскость входит. Первое как-то не очень пошло. Так, ну, буду знать. Ну что, господа, продолжим. Возьму еще один самый большой орех и сделаю в нем то же самое, два отверстия фрезой. Так, высверливаем в макушке отверстие под шнур. Сверло сползает с макушки. Ну ладно, как есть, так есть. Есть. Я, в принципе, сделаю во всех остальных кокосах отверстия, чтобы сразу, как говорится, поставить это дело на конвейер. Есть. Так, пониже экватора. Ну и все. Меняем сверлышко на фрезу. Ну и сверлим. Есть. Ну и все, в принципе. Все подготовлено. Фу, слегка перепачкался от этих самых пальмовых яичек. Ну вот, смотрите, правильное просверливание. Вот я его держу вертикально, и отверстие, видите, оно чуть-чуть даже наклонено, вот так вот. То есть вода не будет затекать, ну, дождь, в смысле. И второе отверстие, вот, тоже под наклоном. То есть как бы мини-крыша в несколько миллиметров. Все остальные тоже так же. Вот, с одним. Тоже под наклоном, видите, слегка. Ну вот, как бы все. Продел во все 4 кокоса шнуры. В принципе, вместо стопоров можете использовать сами узелки, завязав по несколько раз, как бы сделав утолщение, и тогда ничего не будет проваливаться, шнур не будет, вернее, выдергиваться из кокосов. Ну вот так выглядят кормушки из кокосов. Вот одну я еще сделал, как я уже говорил, с 2 отверстиями, сквозное, и 3 будут не сквозные. То есть, можно сказать, мини-скворечники, мини-домики для синичек. Кормушки для желтых птичек. Повешу я одну вот здесь. Следующую повешу здесь. Примерно, наверное, вот на такой высоте. Ну, в общем, вот так это дело выглядит у меня. Красота. Лишь бы птицам понравилось. Сейчас пойду принесу семечек и сделаю закладку. Ну вот, господа, делаем закладку. Тут у меня, в принципе, ассорти проса, пшеница, семечки. Что-то там еще есть. Кукуруза, овес, еще какие-то красные и зеленые кусочки
Судя по всему, сушеная морковка, все зеленая. Я даже затрудняюсь ответить. Пакет был, в принципе, без разницы. Польская прикормка для птиц. Взяла чайную ложечку, удобно, в принципе, туда закладывать. Вот. В принципе, 2 ложки и уже кормушка полная. Ну, потому что там кокос еще Я думаю, они потом со временем доедят его. Выклюют. Так, куда повернулся жопой? Стоять. Туда его. Вот это большой уже. С 2 отверстиями. Ну вот закладку сделал. Завтра поснимаю, потому что уже солнце заходит. Через полчаса будет совсем темноватенько. И в принципе синиц-то нет уже. Я думаю, уже полетели туда, за поле, в лесополосу, в ельник ночевать. Хотя отдельные могут еще, в принципе, летать. В общем, увидимся завтра. Поснимаю, скажем так, отчитаюсь за проделанную работу. Вот так они освоили кормушки. Даже видел, дятел прилетает покормиться.